I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Семья Поузи жила на ранчо Чавес-Каньон, принадлежащем известному журналисту и ведущему новостей Сэму Дональдсону. Отец, 34-летний Пол, работал на ранчо управляющим, а 44-летняя Трайан и ее 13-летняя дочь Марили Шмидт помогали ему. Как и сын Пола, Коди. Со стороны семья казалась вполне счастливой и нормальной. Однако те, кто узнавал ее поближе, замечали проблемы во взаимоотношениях отца и сына. Но даже они не догадывались, что происходило за дверьми дома на ранчо, какие мрачные секреты там хранились. И только когда Сэм Дональдсон приехал, чтобы выяснить, почему его управляющий не отвечает на звонки, тайны, тщательно скрываемые много лет, стали выходить наружу. День, когда 14-летний Коди убил всю свою семью, начался так же, как и любой другой. 5 июля 2004 года в Хонда, штат Нью-Мексико, стояла жара. Последняя капля. Учитывая все, что случалось в этой семье в прошлом, трудно поверить, что окончательно Коди сломала пощечина, которую подросток получил от своего отца. Пол разозлился на сына за то, что тот недостаточно быстро убрался в конюшне. Коди огрызнулся, вышел на улицу и выхватил пистолет из сидельной сумки своей сестры, висевшей в сарае. Подросток зашел в дом и подошел к своей мачехе, которая сидела на диване и читала книгу. Он дважды выстрелил женщине в затылок. Когда вошел Пол, Коди застрелил и его. Сводная сестра мальчика, шедшая в дом следом за отчимом, была убита последней. После преступления Коди попытался избавиться от улик. Он погрузил 3 тела в ковш экскаватора и закопал их в неглубокой могиле в куче навоза. Ужас на ранчо. 6 июля, на следующий после убийств день, Сэм Дональдсон не смог связаться со своим работником Полом Поузи. Он решил поехать на ранчо со своей женой, чтобы разобраться, в чем дело. Мужчина вошел в дом, в котором жила семья управляющего, и увидел, что внутри повсюду была кровь и осколки стекла. Он немедленно позвонил в полицию. В интервью Джону Ларсону, корреспонденту Dataline, Дональдсон сообщил, что Пол Поузи работал у него на ранчо в течение 2 лет. Вся семья мужчины участвовала в ежедневном обслуживании ранчо, и все они были трудолюбивыми людьми. Дональдсон отметил, что Пол был немного суров к своему сыну, но сам он никогда не видел, чтобы тот поднял руку или повысил голос в гневе. Ларсон спросил шерифа Тома Салливана, что вы увидели, когда зашли в дом. Тот ответил: кровь на крыльце, кровь на кухне, кровь в гостиной. Пятна крови на кухне и окровавленные клочья волос на крыльце. Это было место преступления. Очевидно, место совершения жестокого преступления. Салливан рассказал, что его подчиненные работали на ранчо до поздней ночи, ища улики. Сначала тела найти не могли. Затем один из помощников шерифа заметил следы экскаватора. Салливан сказал: «Я решил пройти по следам». Они шли прочь от дома, обогнули какую-то яму и вели к куче навоза. Один из полицейских заметил, что в определенном месте жужжит множество мух. Мы поднялись туда и палкой разворошили какую-то землю и навоз. Там мы наткнулись на ремень, джинсы Levi's и рубашку. К утру в навозной куче, внутри которой температура достигала выше 100 градусов из-за процессов гниения, полицейские обнаружили 3 частично разложившихся тела. В то время, когда полиция обыскивала территорию ранчо,
Коди находился неподалеку, в доме своего друга, и играл в баскетбол с Лео и Гилбертом Сальсидо. Гилберт сказал: «Мы весь вечер запускали фейерверки. Мы веселились всю ночь. Мы просто безостановочно веселились». Его брат добавил: «Честно говоря, я никогда не видел Коди с такой стороны. Никогда раньше я не видел его таким счастливым». Потом кто-то постучал в дверь, и это оказался полицейский. Помощники шерифа забрали подростка на допрос. Родственник друзей Коди, Эли Сальсидо, забеспокоился, что его отвезли в полицию. Мужчина рассказал: «Я пошел к шерифу и начал задавать ему вопросы. Почему они это делают? Почему у мальчика нет адвоката? Почему они допрашивают ребенка без адвоката?» И мне просто ответили, что его не допрашивают. Рассказ Коди. Однако, несмотря на слова шерифа, подростка все же отвели в комнату для допроса детей, где двое офицеров начали с ним беседу. На видеозаписи видно, как заместитель шерифа поинтересовался у Коди, с чего начался спор. Мальчик ответил, что ссора началась из-за того, как лучше чистить загон для лошадей. «И он разозлился», — сказал допрашиваемый. «Он сказал, что если бы это не было противозаконно, он отрубил бы мне голову и катал ее по полу». Через час после начала допроса помощник шерифа произнес: «Хорошо, теперь я сижу здесь и наблюдаю за тобой, Коди. У тебя на глазах слезы, и мне нужно знать, почему. Что ты сделал, Коди?» «Я пытался от него избавиться». «Как?» «Убрать его с этой планеты, потому что без него здесь было бы лучше». «И что ты сделал, Коди?» «Я выстрелил в него». «Куда ты выстрелил?» «В голову». «А что насчет твоей мачехи?» «Ее я тоже застрелил, потому что она была злой. Она била меня и все такое». «А что ты сделал с Мари Ли?» «Застрелил и ее, чтобы она ничего не рассказала». «Где ты взял оружие, Коди?» «Оно было у Мари Ли в сидельной сумке для стрельбы по змеям». Подросток объяснил, как перед убийствами он вытащил пули, предназначавшиеся для змей, и перезарядил его обычными пулями. В это время Эль Сальсидо, который тоже присоединился к допросу в качестве взрослого, сопровождающего ребенка, сказал: «Ты не думаешь, что нам нужен адвокат, прежде чем тебя начнут допрашивать?» Заместитель шерифа произнес: «Это ваше дело, ребята, решать вам». Сальдо пояснил: «Потому что он еще несовершеннолетний». К этому моменту у властей уже было то, что им нужно — признание подростка. Коди сказал, что он сожалеет об этом. Полицейский спросил, о чем именно он сожалеет. «Это было неправильно», — ответил Коди. «Я скучаю по ним, хотя они были злыми». Слова знакомых семьи. Слим Бриттон, пастух, который работал на ранчо, сказал в интервью Data Line: «Здесь, на Западе, молчат о таких вещах». Пол подъезжал к мальчику и бил его. Ударял мотком веревки прямо по спине. Мужчина добавил, что все то время, что он работал на ранчо, он почти каждый день видел ссоры между отцом и сыном. Чрезмерно резкие слова, которые бросал Пол, и побои, которым подвергался подросток. Он добавил, что никогда не видел, чтобы отец хотя бы раз ласково обращался с Коди, обнимал его или дружески клал руку на плечо. Джим Форестер вспоминал, как устанавливал новый обогреватель в доме. В это время Коди был еще малышом, носившим подгузники, и пока не понимал слов. Он сказал в интервью: «И вдруг Пол просто прыгнул, сдернул с себя ремень и начал бить ребенка по голове, ушам, лицу, шее и спине. Мальчик просто кричал, понимаете? Маленький ребенок и большой широкий ковбойский ремень». В 1994 году родная мать Коди поступила на службу во флот, и ей пришлось оставить ребенка своему бывшему мужу. Он тогда был женат на Сэнди.
Сэнди вспоминала в разговоре с журналистом Ларсоном. О, он был милым маленьким мальчиком. Его все любили. Он был добрым и вежливым. Знаете, он был мне сыном. Сэнди обожала Коди и заботилась о нем, устраивала его дни рождения. Но ей часто приходилось защищать ребенка от ярости его отца. Он выдергивал его из кровати, со второго яруса двухъярусной кровати, скидывал на пол, просто бросал на пол. Сэнди вспоминала случай, когда вернулась с работы и застала мужа за избиением сына доской. Она сказала: «Пол, прекрати, хватит». И тот перестал. На тот момент ребенку было 7 лет. Родная мать Коди, которая в тот момент приехала в отпуск домой, увидела синяки на теле сына и вызвала полицию. Ребенка увезли на обследование в больницу и сделали снимки его травм, но никаких обвинений в итоге предъявлено не было. Мужчина расстался с Сэнди и женился на Трайан. Он забрал сына с собой в дом, где он жил с новой женой и ее дочерью Мари Ли. Однако Коди очень хотел вернуться к своей биологической матери. Когда она ушла из флота, мальчику было 10 лет. Отец и мать договорились, что теперь сын будет жить с Карлой и ее новым мужем. Но это не продлилось долго. Всего через 3 месяца женщина погибла в автокатастрофе. Коди вновь пришлось вернуться к отцу. Альвера Лерма, женщина испаноговорящего работника ранчо, часто общалась с Полом. Она переводила, когда ее муж и начальник общались. Она сказала в интервью Dataline: «Я помню, как Коди закатал рукав рубашки, и на руке были видны следы от сигаретных ожогов. Пол был жестоким, когда злился. В какой-то момент она сказала мужу: «Я чувствую, что что-то случится с этой семьей. Либо Пол убьет Коди, либо Коди убьет Пола». От этого воспоминания у нее теперь были мурашки по коже. Через 4 месяца после этих слов 3 человек были мертвы, а мальчик оказался под стражей. Для многих история о жестоком отце и его чудовищном обращении с сыном были настолько убедительными, что они готовы были простить убийцу. Даже отец Мари Ли проникся к подростку пониманием. Он сказал: «Коди не нужно за это наказывать. Он этого не делал. Пол и Трайан сделали это. Они заставили подростка нажать на курок, они создали его и превратили его в оружие, которое стало причиной их смерти и смерти Мари Ли». Однако некоторые не поверили рассказам Коди. Люди обращали внимание на то, что тот пытался скрыть свое преступление, закопав тела в навозной куче. Они считали, что истории Коди иногда противоречат друг другу. Например, старший брат Пола, Верлин, говорил, что слова подростка не складываются в единую картину, потому что насилия над ним никогда не было. Это было лишь оправдание его поступку. Верлин говорил: каждый раз, когда его шлепали, это было для него оскорблением. Его мать сказала ему, что это насилие. Всякий раз, когда парень попадал в неприятности, мой брат наказывал его. Семья его матери сказала ему, что это жестокое обращение. Верлин задавался вопросом, почему ни один учитель, директор или школьный консультант не сообщил о жестоком обращении с их учеником. Как это можно скрыть? У парня должно было быть достаточно шрамов на лице. «Если бы вы послушали Коди, — сказал мужчина, — вы бы решили, что он принял столько ударов, сколько Мохаммед Али. Но Пол отдал бы жизнь за этого мальчика и Мари Ли. Так что я не знаю. Если в какой-то момент он захочет поговорить со мной, то я надеюсь, что это случится, когда я смогу выслушать его». Многие не понимали, почему, если убитый мужчина был при жизни таким жестоким, он не вымещал часть своего гнева на Сэнди, когда та была за ним замужем. Ее спросили, бил ли Пол ее когда-либо. Она ответила отрицательно.
Репортер Ларсон поинтересовался. «Итак, теперь мы должны в это поверить. Этот человек — своего рода контролирующий и жестокий безжалостный монстр, который избивал своего сына настолько сильно, что тот решился на убийство. Но он никогда вас не ударил». «Нет», — произнесла Сэнди. «Он никогда не поднимал на меня руку». Судебный процесс. В январе 2006 года, в возрасте 16 лет, Коди Поузи предстал перед судом за убийство своего отца, мачехи и сводной сестры. На протяжении всего процесса семьи жертв были возмущены общественной поддержкой обвиняемого. Пикетчики маршировали возле здания суда с плакатами с надписями «Свободу Коди». Сандра Гришам, прокурор, начала свое выступление речью. Это был день, который начинался с такого же яркого рассвета, как и все другие на ранчо Сэма Дональдсона. Но этот свет вскоре померк в ужасе, потому что Коди Поузи решил, что его мир будет лучше без его семьи. Он принял невероятно порочное и эгоистичное решение, что его взгляд на вещи важнее самого основного человеческого убеждения, что жизнь драгоценна. Она подчеркнула, что это не дело по жестокому обращению, и процесс не будет похож на случай с подвергающейся насилию женой, которая доходит до крайней точки и убивает своего обидчика. Это не синдром избитой женщины. Такие женщины убивают своего мужа, но они не разворачиваются и не стреляют в свою сестру и детей. Гришам продолжала. «Дамы и господа, первое, что мы всегда хотим знать – почему? Почему? Но нет никакой юридической необходимости выяснять причину. Юридическая необходимость состоит в том, чтобы доказать, как произошли убийства, где они произошли и кто их совершил. На все эти вопросы отвечает сам Коди Поузи». Прокурор имела в виду запись признания, полученного полицией. Она продемонстрировала часть видеозаписи с допроса, где происходил следующий диалог между помощником шерифа и подсудимым. «Итак, вы вернулись из сарая. Где был пистолет?» «Спрятан сзади, за моей спиной». Детектив спросил, как именно началась стрельба. Коди ответил, что первый он убил свою мачеху, которая читала книгу. «Как это произошло?» «Я выстрелил ей в голову». Затем подросток описал, как он расправился с отцом. «Я стоял прямо здесь, и он подошел к двери, и я ударил его прямо здесь, по голове». «А что насчет Мари Ли? Что ты с ней сделал?» «Я застрелил ее, чтобы она ничего не рассказала». «Это было что угодно», — подытожила прокурор, «но не растерянный, подвергавшийся насилию мальчик». Гришам указала на попытки подростка скрыть тела своих жертв и обставить дело так, чтобы все выглядело как ограбление. Он даже написал фальшивую записку от имени неизвестного преступника, чтобы обеспечить себе оправдание, напомнила прокурор. «Что меня беспокоит в этом ребенке, — сказала Гришам, — так это то, что он так хладнокровно относится к убийствам. Он совершенно не испытывает сочувствия к своей сестре, которую он застрелил, стоя в 4 дюймах от ее лица. Большинство из нас не могут себе представить, что мы способны дотронуться до кого-то, чье лицо мы только что разнесли выстрелом в упор, и тащить тело, чтобы спрятать его. Для этого нужно быть очень хладнокровным». Гришам вызвала Верлина Поузи, старшего брата убитого Пола. «Знаете ли вы, что в какой-то момент Пол начал запирать свое оружие в оружейном сейфе?» Верлин ответил утвердительно. Адвокат Коди, Гэри Митчелл, возразил: «Протестую, это слухи». Верлин рассказал, почему его брат начал осторожнее обращаться с оружием. Однажды, когда Пол с женой куда-то ненадолго отлучились вечером, Коди спросил: «Но откуда мне знать,
что это не злоумышленник? И откуда ты знаешь, что я тебя не пристрелю?» Он имел в виду, что он может подумать, что кто-то посторонний проник на ранчо, и пристрелить его. Пол ответил: «Потому что мы уходим, но скоро вернемся». Коди все продолжал и продолжал повторять этот вопрос в разных ситуациях. «Откуда ты знаешь, что я не приму тебя за злоумышленника и не пристрелю?» Вот почему моему брату пришлось убрать все оружие в сейф. В начале процесса подросток сохранял самообладание. Когда его адвокат высказал эмоциональную вступительную речь, в которой рассказал присяжным о трагической гибели матери Коди, парень расплакался. Психологические пытки, физическое насилие и попытки сексуального насилия над Коди со стороны его отца и мачехи стали основой его защиты в суде. Заявления Коди о жестоком обращении были подтверждены показаниями различных свидетелей. Всего их было 40. Многие работники ранчо, чьим руководителем был Пол, свидетельствовали о жестоком обращении Поузи со своим сыном. Показания Коди. Сам подсудимый выступил в свою защиту и рассказал о пытках, которым он подвергался, о том ужасе, который произошел накануне убийств, и событиях того дня, когда он застрелил свою семью. Подросток сообщил, что еще в раннем детстве научился никому не рассказывать о том насилии, которому подвергался со стороны своего жестокого отца, потому что боялся возмездия Пола. Коди начал верить, что заслуживает подобных наказаний за то, что не мог поступать правильно. Он сказал: «Когда я был ребенком, у меня были шатающиеся зубы. Я трогал их и шевелил. Отец ударил меня в челюсть, чтобы выбить зуб. И он сказал: «Ну, теперь ты перестанешь играть с этим». Адвокат спросил: «Как вас будили в те дни?» Подсудимый ответил: «Я просыпался от резкой боли. Отец бил меня электрическим кнутом для скота». Защита никогда не оспаривала тот факт, что Коди застрелил свою семью. Она хотела, чтобы присяжные поняли, почему он это сделал. Что происходило с подростком в те дни, месяцы и годы, которые предшествовали ужасному июльскому дню. «Меня забрали у умирающей матери, когда я пытался ей помочь», — вспоминал Коди. «Меня посадили в машину скорой помощи, и я помню, как отправился в больницу. Я много раз спрашивал, в порядке ли она, и врачи уверили, что с ней все будет хорошо. Тем же вечером, прежде чем я лег спать, ко мне зашел врач и сообщил, что она не выжила». Защита вызвала свидетелей, которые рассказали, как мальчик на похоронах своей матери отреагировал на новость о том, что ему придется вернуться жить к отцу. Кортни Тейлор сказала: «Он был опустошен. Он плакал так, как никто раньше никогда не видел. Это было почти как в фильме ужасов». Учитель естествознания сообщил суду, что он видел, когда родители пришли с мальчиком в школу на встречу с педагогом. Оба родителя кричали друг на друга. Коди начал рыдать, и я был шокирован этой сценой. Пол сказал ребенку: «Ты получишь, когда мы вернемся домой. Ты знаешь, что произойдет, когда мы вернемся домой». По закону учителя обязаны сообщать о случаях жестокого обращения. Но в тот момент они не сочли этот эпизод достойным внимания полиции. Однако в службу защиты детей обращались другие люди, которые говорили, что их беспокоит насилие, проявляемое отцом по отношению к Коди. Подсудимый продемонстрировал, как отец якобы ударил его руку крюком для сена за то, что он споткнулся, когда пытался погрузить тяжелые тюки сена в машину. Коди рассказал о последней ночи, когда вся его семья была еще жива. «Когда я стоял перед кроватью, Трайан стянула одеяло, и она лежала там совершенно обнаженная. Мой отец зажег сварочный аппарат и сказал мне, что я сейчас займусь сексом с Трайан.
Я отказался это делать. Я сказал ему, что не собираюсь заниматься ничем подобным. Он подождал, пока этот стержень нагреется, а затем снова приказал мне заняться с Трайан сексом. Я ответил отказом. Я помню, как Трайан подползла к изножью кровати. Она схватила мою голову и прижала ее к своей голой груди. И в тот момент, чтобы заставить ее отпустить меня, я помню, что я укусил ее. И тогда мой отец начал прижигать меня этим стержнем. Адвокат утверждал, что убийства были спровоцированы сексуальным насилием. Коди почувствовал, что его жизнь пошла в таком пугающем направлении, из которого просто не было выхода. Это был решающий фактор. Я полагаю, ребенок в этот момент осознал: подождите секунду, это перешло на совершенно другой уровень. Показания могли объяснить агрессию в сторону Трайан и Пола, но почему же Коди убил и свою сестру? У защиты было объяснение. Митчелл сообщил: это была ситуация, в которой он реагировал на них троих и на то, что происходило с ним всю его жизнь. Коди сообщил присяжным, что он избавился от оружия, бросив его в реку, и пытался закопать трупы на ближайшем участке земли, но не сумел выкопать могилы. Тогда ему в голову пришла мысль о навозной куче. Признавая свою вину, подсудимый сказал, что после того, как он закопал тела родственников, он попытался инсценировать ограбление. Он написал записку: «Извините, копы, мне нужен был ребенок, чтобы он сделал грязную работу». Очевидно, чтобы заставить полицию думать, что все, что произошло на ранчо, случилось не по его вине, а по воле скрывшегося преступника. Подросток переоделся, взял пикап своего отца и поехал в магазин за банкой спрайта. Он отметил, что перед отъездом отключил электричество и воду, чтобы не было лишних расходов. Затем он поехал в дом друга, где и оставался до своего ареста. Коди давал показания 2 дня. Когда его спросили, о чем он думал, когда убивал свою семью, он ответил: «Я не знаю, о чем я думал. Я не могу сказать. Мне бы самому хотелось знать, о чем я думал». Подросток отметил, что чувствовал себя подавленным и потерял всякий контроль над своими эмоциями. В то утро он достиг точки полного отчаяния, утверждали его адвокаты, и он не мог рассуждать здраво. На перекрестном допросе между подсудимым и прокурором Гришем состоялся диалог. «У вас было много проблем с ложью, много споров по поводу вашего вранья, не так ли?» «В прошлом я лгал, да, мэм». «Вы часто это делали?» «Я обманул 1 раз». «1 раз?» «Я так думаю. Я думаю, это было во время карточной игры». «Значит, вы обманули всего 1 раз. Насколько я помню. Вы употребляли запрещенные вещества?» «Я экспериментировал с марихуаной». Тетя Коди по материнской линии, Корлис Клис, плакала во время выступления племянника в суде. Подросток в завершении своей речи сказал, что, несмотря на все его усилия угодить отцу, ему так и не удалось оправдать его ожидания. Показания свидетелей. Дональдсон, владелец ранчо и наниматель Пола Поузи, сообщил присяжным, что вызвал полицию после того, как обнаружил большое количество запекшейся крови в доме и тревожную красную полосу на полу, которая впоследствии оказалась следом волочения тел. Эта полоса и следы экскаватора привели полицию к навозной куче, в которой были обнаружены тела. Дональдсон охарактеризовал Коди как замкнутого, как любой типичный подросток. Он сказал, что не может понять, как на его земле произошло такое страшное событие, и как это могло случиться с людьми, которых он знал. Другой свидетель, Роберт Сиблс, заявил, что дисциплинированная и чрезмерно распланированная жизнь мальчика была продиктована садизмом его отца, унижением и изоляцией, которые не оставляли никакого выхода.
В качестве подтверждения слов подсудимого о событиях ночи перед убийством защита предоставила доказательства просмотра порнографии, где изображается инцест, на компьютера Пола Поузи. Во время посещения порнографических сайтов с подобной тематикой оба ребенка семьи были в школе, так что не могли пользоваться компьютером в это время. Был вызван компьютерный эксперт, который рассказал, что в компьютере Пола вводились запросы типа «бесплатные истории инцеста». Он сообщил, что пользователь часто интересовался этой темой. Он вводил запросы, где присутствовали слова «сын», «жена», «дочь». Выступая через переводчика, работник ранчо по имени Изабель Васкес рассказал об одном из 2 инцидентов с крюком для сена. По его словам, Пол Поузи также угрожал сыну отрезать яйца, если тот выключит сцепление во время управления пикапа. Ковбой Вес Лим Бриттон, работник ранчо, подтвердил слова Коди о том, что Пол колол своего сына крюком для сена, когда подросток пытался погрузить тюки в грузовик. Двоюродная сестра Коди, Герар Генслер, с трудом сдерживала слезы, вспоминая день похорон матери мальчика, когда тот умолял родственников не возвращать его отцу. Соглашение об опеке между Полом и Карлой Браст было признано недействительным после смерти Карлы, и семья ничего не могла сделать. Вторая супруга Пола, Сэнди Шмидт, заявила, что она защищала ребенка в течение тех 5 лет, что была в браке с Полом. Также она сказала, что видела, как ее бывший муж просматривал порнографию в интернете. Прокурор вызвала свидетелей, которые заявили, что никогда не видели у Коди синяков и не замечали каких-либо признаков насилия в отношении мальчика. Свидетели утверждали, что никогда не видели, чтобы Пол Поузи вел себя оскорбительно. Гришэм пригласила эксперта со стороны обвинения, Уэйда Майерса, психиатра из Университета Южной Флориды, специализирующегося на детях-убийцах. «Что он сообщил вам, доктор?» – спрашивала Гришэм. «О чем он думал?» Майерс ответил, стоит ли ему бежать, должен ли он рассказать о своих проблемах в семье учителям, или ему просто следует смириться с этим. «И он рассказал вам, что решил сделать?» – спросила Гришэм. Он сказал, что если больше ничего не помогает, то можно просто сделать это. И он поступил так, ответил эксперт. Обвинение предоставило фотографии с места преступления. Прокурор сообщила, что слова Коди о жестоком обращении были просто еще одним слоем навоза, насыпанным на тела жертв. Присяжным была продемонстрирована видеозапись допроса, на которой Коди со слезами на глазах рассказывал, что сначала застрелил мачеху, чтобы она не позвонила в 911, а также потому, что она была груба с ним и била его ранее. После этого он убил своего отца, а затем Мэри Ли, потому что она была свидетелем преступления и могла указать на него. Подросток также признался, что завидовал уму сводной сестры и тому вниманию, которое девочка получала от родителей. На видеозаписи, сделанной в полиции 7 июля 2004 года, Коди сказал, что ладил со своей сводной сестрой, но у него были напряженные отношения с мачехой. Он часто чувствовал себя отчужденным от всей семьи. Также он упомянул, что каждый раз, когда он совершал какую-то ошибку, Мэри Ли вознаграждали. Это был один из странных методов воспитания супругов Поузи. Прокурор изобразил Коди хладнокровным убийцей, который хотел избавиться от своей семьи, потому что они заставляли его выполнять работу по дому и хорошо учиться в школе. Обвинение предоставило семейные фотографии, на которых мальчик в окружении родственников, чтобы опровергнуть утверждение защиты о том, что семья не любила Коди и не включала его в семейные мероприятия. Прокурор также заявил, что подросток демонстрирует психопатические черты и не может быть реабилитирован. К сожалению, есть дети, которых мы не можем исправить, и это один из них, сказала Сандра Гришэм. Адвокат Митчелл возразил: он не психопат, он ребенок, подвергшийся насилию.
который предстает перед этим судом и задается вопросом, сколько еще всего должно произойти в его жизни, прежде чем ему предоставят те же возможности, что и другим детям и взрослым. Психопатия – расстройство личности, характеризующееся определенным набором дисфункциональных черт личности и поведения. Лица, страдающие этим заболеванием, обычно демонстрируют недостаток эмпатии и раскаяния, проявляют импульсивность, манипулятивность и склонность к лжи, а также другие негативные черты и модели поведения. Кроме того, психопатия приводит некоторых людей к совершению преступлений. В психологии и теории личности психопатия считается одним из элементов темной триады, связанных негативных черт личности, наряду с макиавеллизмом и нарциссизмом. У черствых и бесстрастных детей в раннем возрасте часто диагностируют оппозиционно вызывающее расстройство. Затем в подростковом возрасте у них может быть диагностировано расстройство поведения, которое включает в себя устойчивую привычку нарушать права других и игнорировать основные общественные правила. В 2016 году исследователи из Мичиганского университета провели исследование, которое предполагает, что ранние признаки психопатии можно увидеть у детей уже в возрасте 2 лет. Однако ни одного теста, позволяющего гарантированно выявить это расстройство у детей, пока нет. Ребенок с психопатией обладает такими же чертами и демонстрирует то же поведение, что и взрослый, страдающий этим расстройством. Например, он может причинять вред животным или пытаться убить их ради развлечения. Подростки-психопаты могут иногда мучить животных ради получения сексуального удовлетворения. На сегодня неизвестно точно, рождаются ли с психопатическим расстройством или его приобретают. Однако исследователи проблемы выявили некоторую связь психопатии с генетикой, семейными отношениями и жизненным опытом. Раннее воздействие неблагоприятной окружающей среды может стать фактором развития психопатических черт. Дети, подвергшиеся физическому насилию, пренебрежению, разлуке со своими родителями, более склонны к развитию психопатии. В заключительном слове Митчелл призвал присяжных встать на место Коди. В конце концов, дамы и господа, вопрос заключается в следующем. Сколько мы еще потребуем от ребенка? Сколько мы попросим его терпеть? И позволяем ли мы ему защищаться? Защищаться от изнасилований, от побоев. Вердикт. Присяжные, 7 женщин и 5 мужчин, совещались 12 часов, прежде чем вынесли свой вердикт. Коди зарыдал, когда услышал его. Подростка признали виновным в убийстве 1-й степени в отношении его сводной сестры Мэри Ли, в убийстве 2-й степени в отношении мачехи и умышленном убийстве его отца Пола. Адвокат Гэри Митчелл положил руку на плечо своего подзащитного, чтобы поддержать его. «Я просто обнял его, как своего собственного сына», — сказал он. Многие родственники подростка, которые поддерживали его во время процесса, тоже не выдержали и заплакали. Его тетя по материнской линии была настолько шокирована приговором и расстроена, что почувствовала себя плохо, и ее выносили из зала суда на носилках. Верлин Поузи, брат Пола, сказал репортерам возле здания суда, что он доволен приговором, но разочарован, что подросток не был признан виновным в убийстве 1-й степени в отношении Пола. «Одна жизнь в тюрьме – это довольно небольшая плата за убийство 3. Мне это не понравилось», – прокомментировал он. «Но я смогу с этим жить». Эллен Браст, женщина, чей сын был женат на умершей в ДТП биологической матери Коди, присутствовала на всех заседаниях. Она поддерживала мальчика. «Я знаю, что Коди будет оправдан», — говорила она. Обвинение просило назначить Коди максимальное наказание для взрослых – пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Адвокат Гэри Митчелл сказал в интервью Курт ТВ, что после вынесения приговора Коди спросил его, что ему теперь делать. Дети никогда не ожидают, что с ними случатся ужасные вещи. Он думает, в этом мире есть какая-то справедливость, сказал Митчелл.
Он добавил: «Мы возлагаем вину за грехи и упущения взрослых на 14-летнего подростка. Это можно было бы предотвратить, если бы те взрослые, которые были рядом, выступили бы вперед, но они ждали, что мальчик окажется более смел, чем они сами». Определение наказания. Присяжный по имени Норм сказал: «У нас было 2 или 3 человека, которые хотели быть очень снисходительными, и, возможно, еще 4 или 5 человек, придерживающихся другой крайности, намеренные вынести самый суровый приговор». Председатель жюри Джонатан Бахман сообщил: «Я думаю, мы должны нести ответственность за себя. Мы не можем винить других в наших решениях, даже если тебе 14 лет». Присяжная по имени Беверли призналась: «Когда мы огласили приговор, я сломалась. Я не могла ни с кем говорить больше недели». А затем произошло нечто совершенно неожиданное. 7 присяжных направили судье письма с просьбой не сажать Коди в тюрьму и вынести ему приговор как несовершеннолетнему. Диана, одна из присяжных, сказала в интервью Ларсону: «Судя по тому, как были написаны наши инструкции, мы вынесли правильное решение. Но это не делало это решение правильным для ребенка. Я действительно чувствовала, что это своего рода юридический обман». На слушании по вынесению наказания прокурор Гришем задала вопрос доктору Роберту Бузеру, который был психиатром Коди, пока тот находился под стражей. «Как вы думаете, сколько времени понадобится Коди на лечение, прежде чем вы сможете сказать, что он больше не будет убивать, что он больше не собирается причинять боль?» Доктор ответил: «Я думаю, что риск повторного правонарушения очень низок». Коди обратился к судье: «За последние 2 месяца вы слышали обвинения в том, что я лжец и психопат. Вы слышали, что я убью еще раз или снова окажусь в зале суда. Я могу сказать вам прямо сейчас, что никогда больше я не буду убивать». Учитывая просьбы о снисхождении от семьи Коди, письма присяжных, а также слова отца его сводной сестры, которую убил подсудимый, судья Джеймс Уэйлон Клаунс решил, что подросток может реабилитироваться, и назначил наказание как несовершеннолетнему. Его направили на психиатрическое лечение в учреждение для несовершеннолетних до тех пор, пока ему не исполнится 21 год. Джейк Шмидт, отец убитой Мари Ли, прокомментировал решение судьи: «Спасибо. Я не верю, что моя дочь хотела бы, чтобы Коди был наказан. Он уже был наказан, и она это знала». Корреспондент Ларсон поговорил после заседания с прокурором Гришем. Защита говорила, что мальчик просто огрызнулся, и с того момента, как он сорвался, он не несет ответственности за то, что произошло. Гришем ответила: «Это абсолютная чушь. Как кто-то может утверждать подобное? Если бы его отец подошел к нему и ударил его в загоне, а он взял, к примеру, грабли и забил отца до смерти, а потом проявил сильное раскаяние, это был бы другой случай. Ты не можешь сломаться и потерять рассудок, а потом... Так, давайте посмотрим. Потом тебе придется заменить пули на боевые. Ты не описываешь убийство людей как их избиение». Если вы заметили, в своем признании он сказал: «Я ударил его прямо здесь, по голове». Дальнейшая судьба Коди. Подросток находился в учреждении для несовершеннолетних до апреля 2010 года, а затем его перевели в реабилитационный центр. 9 октября 2010 года, в день, когда ему исполнился 21 год, Коди Поузи был официально освобожден. Находясь под стражей, он получил диплом средней школы и почти 2 года проучился в колледже. По словам его дяди Карла Клиса, у парня не было дисциплинарных проблем, а также он был наставником других студентов. Его дядя добавил: «У него блестящее будущее. Я не вижу причин, по которым он не смог бы развиваться и строить свою жизнь, как все мы. Я очень рад за него. Я с нетерпением жду возможности помочь ему,
насколько это возможно. Сам Коди сказал: «Я хочу пойти на курсы по отцовству. Я хотел бы знать, как стать хорошим родителем. Поскольку у меня перед глазами была только одна модель, мне нужно узнать больше». Многие из свидетелей жестокого обращения Пола с Коди до сих пор жалеют, что не сделали для мальчика больше. Слим Бриттон, бывший работник ранчо, говорил: «Если бы я мог вернуться назад, то да, я бы позвонил шерифу, в полицию штата, губернатору. Кому бы мне не пришлось позвонить, я бы сделал это». Альвера Лерма сказала: «Я думаю, все чувствовали себя беспомощными. Мы все могли что-то сделать вместе, но никто из нас не начал действовать, когда узнал, что это происходит». Шериф Том Салливан, который осматривал место убийства, поделился своим мнением: «Я считаю, что имело место насилие. Я верю, что так и было, но об этом просто не сообщалось. Мы не знали об этом. Возможно, мы могли бы предотвратить это». В 2006 году Верлин Поузи, брат Пола, и Пэт Бэшем, отец Трайан и дедушка Мари Ли, подали иск о смерти в результате противоправных действий Коди. Окружной судья штата Валери Маки Хулинг вынесла заочное решение против молодого человека, поскольку сам он не ответил на вопросы суда. Судья присудил $87 миллионов родственникам 3 убитых. Адвокат, представляющий интересы Поузи и Бэшема, Стивен Сандерс, рассказал Альбукерке Journal, что выплата во многом символическая, и он не рассчитывает, что его клиенты когда-либо получат ее. Однако Сандерс заявил, что если Коди когда-либо попытается получить прибыль от убийств, например, если захочет давать интервью или написать книгу о своем деле, то вынесенное решение облегчит задачу по изъятию полученных таким способом денег. Бэшем заявил, что не планирует получать присужденные ему деньги из заработной платы Коди, но хочет иметь гарантии, что тот не извлечет из этой трагедии никакой финансовой выгоды. Он добавил: «21-летний парень без каких-либо навыков в любом случае не будет получать никакой зарплаты. Меня это не интересует». Сейчас местонахождение Коди неизвестно. Также неясно, живет ли он под своим настоящим именем или сменил его. Дорогие подписчики канала, как вы думаете, почему Коди убил свою семью? Было ли основной причиной жестокое обращение с ребенком? Почему никто из многочисленных свидетелей, замечавших жестокое обращение Пола с Коди, ничего не предпринял? Делитесь мнением в комментариях.